Мы возвращаемся к непростой теме, скажем так, абсолютно неисследованной, в которой еще гуляют множество штампов, вбитых в головы советским режимом. И каждый раз перед такой темой мы обращаем внимание, что никаких сравнений между немецко-советской и сегодняшней российско-украинской войной быть не может. В 1941 немецкий преступный режим пришел на смену советскому преступному режиму. А в 2014 Россия, как наследник того самого преступного советского режима, вероломно напала на независимое государство Украина. Вот такая существенная разница. И сегодня мы рассмотрим, как была устроена административная власть на местах, кто такие были старосты, кому они подчинялись и что входило в их функции. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Итак, 1941 для украинцев был страшен именно сменой режимов. Советский режим перед этим 20 лет истреблял собственников, уничтожал элиту украинской нации, заселял украинцами Сибирь. И тут пришли немцы, которые выглядели более адекватными, культурно организованная нация и все такое. Немцы вели себя иначе, чем их предшественники. Они ввели украинский язык, старались наладить экономику района, колхозы пока не распускали, чтобы не допустить, не дай Боже, голод. Немцы зашли в Солонянский район в августе 41-го и все силы бросили на уборку урожая, в то время как Советы, наоборот, все вывозили перед этим. Их не заботило, что оставшемуся населению будет нечего есть. Устраивать голодоморы – это коммунистам как два пальца об асфальт. Воспоминания тех времен пестрят фактами, как колхозники гнали скот на восток, вывозили вагонами зерно. И вот уникальное фото. Это жители моего родного села Вовниги на уборке урожая вместе с местным полицейским Алексеем Радецким. Возможно, о нем мы еще когда-нибудь расскажем. Как видим, это фото уплыло с архивов СБУ в частную московскую коллекцию. И мне так кажется, что вторая справа похожа на мою бабушку. Так вот, этот момент надо понимать. Отмахиваться от того, что немцы относительно местного населения патологических зверств не проявляли, как это муссировала советская пропаганда, очень важно понимать и осознавать. И на примере Солонянской управы мы посмотрим, как ломались во время той войны судьбы наших бабушек и дедушек. В 30-х годах они уже пережили катаклизмы, сосед раскулачивал соседа, брат сестру и так далее. Отбирали имущество за просто так. И ладно бы имущество. Все это сопровождалось гибелью самых родных людей. И вдруг приходят немцы, и приходится к ним приспосабливаться, потому что казалось, что еще может быть хуже голодоморов, рабского труда в колхозах и убийц чекистов. К началу войны уже расстреляли Ивана Садового из Башмачки, Михаила Моцного и Наума Чумаченко из Соленого, о которых у нас есть отдельное видео. В то же время сами коммунисты улучшали свое имущественное благосостояние, делали партийные карьеры, все для них шло так прекрасно, и вдруг весь этот их кровавый домик поломался. И коммунистам в голове клемануло. Как же это так? Пришел час отвечать за свои злодеяния, за репрессии против односельчан. Но это были не те люди, чтобы отвечать за свои преступления. Они привыкли к безнаказанности и с ужасом наблюдали, что те люди, над которыми они когда-то издевались, начали занимать какие-то должности в новой администрации, что сулило им некоторое неудобство. Ведь гонор у коммунистов остался. Не смелость, не отвага, а именно гонор, что я заметила, читая их послевоенные свидетельские показания. Но почему-то многие из них с таким гонором оккупацию благополучно пережили. И потом толпами ходили свидетелями к чекистам и все свои обиды выкладывали, например, на сельских полицейских. Об этом мы рассказывали в видео о Великом. Так вот, немцы входили в Соленое как освободители, каковыми они себя искренне считали. У них не было цели разрушать и убивать мирное население. Они хотели наладить здесь свой немецкий порядок. Ведь что они видели? Наших бабушек-колхозниц в фуфайках и кирзовых сапогах, эту нищету, это забитое тяжким трудом население. Главная их цель была разобраться с коммунистами. Ну как разобраться? Не обязательно поголовно уничтожить, а поставить на место, заставить их работать. Об этом мы тоже рассказывали в видео об отряде Волобуева,
как Усенко вернулся в Соленое по заданию НКВД для подпольной работы и работал спокойно на своем огороде, пока не попытался мельницу и железнодорожный мост взорвать. Тогда его, конечно, расстреляли. Немцев боялись только коммунисты и советские активисты. И поэтому они подбирали себе помощников среди репрессированных, что вполне логично. Во-первых, это были люди, которые пострадали от советского режима, а значит не симпатизировали ей. С другой стороны, среди них было много неглупых и образованных людей. Им предлагали какую-то работу, а они становились перед дилеммой. Отказаться-то можно было, но неизвестно, какие будут последствия. Но были такие, кто отказывался, и никто их за это не убивал. И да, в данном случае, в этом видео мы не говорим о постах в силовых органах, административных и хозяйственных. Напомним это. Солонянское районное управа возглавлялось старостой. Первым старостой назначили учителя Александра Потаповича Колодченко. О судьбе этого, не побоюсь этого слова, выдающегося человека мы рассказали в отдельном видео. Александр Потапович попытался было отказаться, но его попросили хотя бы месяц-другой возглавить управу, пока подберут другого человека. И учитель взялся за дело, налаживал работу больницы, школ и других административных учреждений. Но настоящая власть находилась в руках военной администрации. Немецкая военная комендатура размещалась сначала в одном из корпусов районной больницы. Комендантом был капитан Бейзе, и у него было два помощника, чином поменьше, как пишет наш очевидец Николай Слесаренко в своих воспоминаниях. На этом фото Бейзе и его помощник с нидерландскими археологами, но кто из этих двух посередине Бейзе, я не знаю. И вот 28 или 29 октября пришел в управу 34-летний Михаил Алексеевич Недовиденко. Встретился там с Колодченко, и тот предложил ему должность секретаря управы. Недовиденко согласился, потому что работал в обхозе конюхом, а до войны он был бухгалтером промартели «Зоря коммунизму». Это была типа сапожная мастерская. Интересный факт, что только вчера я разговаривала с женщиной, у которой бабушка Зоя Митрофановна из Широкова имела девичью фамилию Недовиденко. И оказывается, что необычная фамилия Недовиденко переделана из казацкого прозвища «Не дай вода». Значит, Недовиденко имел жену Марию Николаевну и 4 детей. 11-летняя Тамара, 8-летняя Лидия, 4-летний Александр и 2-летний Юрий. Недовиденко, собственно, и был из семьи раскулаченных. В 1932-м у его отца забрали хату. И надо добавить, что у Недовиденки были достаточно продвинутая семья и брала активное участие в революции 1905 года. Но Александр Потапович Колодченко месяц поработал и вернулся на учительскую работу. И вскоре на его место пришел работать старостой Солонянского района 36-летний Петр Пилипович Буштрук. Биография Петра Буштрука была такая. Мать его из рода Михайленко, жена Ганна из рода Куприенко. Ганна – это родная сестра той самой Оксаны Куприенко, которая была замужем за нашим повстанцем, вовнежанином Кондратом Бондаренко, и об этом мы тоже сделали отдельное видео. Петр Буштрук родился в селе Башмачка, образование 2 класса, в Красной армии с 1927 года, член ВКПБ с 1931 года и, видимо, имел целью сделать военную карьеру. І от фото, шикарне, уже історичне. Це фото Петро прислав своїй коханій дівчині і підписано воно чистою українською мовою. В пам'ять відбування моєї військової служби в місті Проскурові 1-ї кінармдивізії 1-ї Запорізької кінної дивізії Червоного казачества. Сфотографований 3 березня 1929 року. Посилаю на пам'ять на довгу добру згадку Анюті Володимирівні в знак кохання. Потом Петр поступил в Орловскую бронетанковую школу имени Фрунзе. Ее первым начальником и комиссаром значился Сурен Шаумян, сын того самого Степана Шаумяна, одного из 26 бакинских комиссаров, которых расстреляли англичане в 1918-м. А это фото того времени, на обратной стороне подпись. 1932 год, ноябрь месяц, город Орел, память моей учебы в бронетанковой школе. Было у пары 3 деток. Первый мальчик умер
Потом Буштруки уехали служить в Монголию. Сын Юра родился 17 августа 1932 года. На этом фото Ганна с сыном Юрой, вот такая шикарная женщина. Петр Буштрук имел до войны воинское звание капитана. Он был помощником по хозяйственной части командира отдельного танкового батальона 5-й легкой танковой бригады, то есть, безусловно, он имел организаторские способности. По воспоминаниям его семьи, 2 его сестры жили в то время во Львове. Напомним, что Львов находился в составе Польши. Дочка Валя родилась в 1937. У жены Ганны было слабое сердце, она часто болела. Но вот фото ее деток, тоже интересно посмотреть, как они одеты по тем годам, потому что Ганна была не белоручка, а она обшивала семью, видно, что хорошая хозяйка. А это уже предвоенное фото семейное. Фотографировались 24 декабря 1938 года в Бердичеве. И вот началась война. И в сентябре 1941-го в составе отдельного танкового батальона 5-й легкотанковой бригады бывшего Юго-Западного фронта Петро Буштрук попадает в Киевской области в окружение вместе со своей частью, а оттуда в плен. Дата пленения 10 ноября 1941-го. И находился он в шталаге 348, это по Чечерина 101. Это жетон шталага. И в этом самом плену Петр говорит немцам, что он подвергался гонениям со стороны большевиков, а 2 его брата и отец расстреляны, и что он имел 30 моргов земли в Сибири. То ли это была уловка, то ли правда, мы уже никогда не узнаем. И 29 декабря 1941 Петра Пилиповича отпускают домой в Башмачку. И через некоторое время его сосед увидел, как Петро Буштрук возвращается огородами к себе домой. И как мы можем лицезреть, это человек с офицерской выправкой, он имеет организаторские способности, вымуштрованный военный. И вот Петр Пилипович дома, и понятно, что как красный офицер он сразу попадает в поле зрения немецких властей. Но, как с раскулаченным, с ним проводят беседу и делают предложение, от которого он вряд ли мог отказаться. Опять же, повторяемся, что староста управы, административная должность – это тот человек, который занимается хозяйственными вопросами. Это как при советах голова райвиконкому. Это уже советская пропаганда представляла старост как головорезов эсэсовцев. А на самом деле старосты только и делали в своем большинстве, что лавировали между немцами и населением, и многим, кстати, помогали, хотя это им потом не зачлось. Итак, Петр Буштрук становится старостой районной Солонянской управы, а старостой Солонянской сельской управы назначили Головатенко Дмитра Дементьевича, 1891 года рождения. И вот как наш бесценный мемуарист Николай Слесаренко описывает, как старосты петляли между оккупационными властями и населением. Где-то к середине лета немцы совсем отказались от набора в Германию через медкомиссию и теперь просто давали разнарядку. Выделить какое-то количество людей, лишь бы были целыми руки и ноги. Не трогали также и всех с открытой формой туберкулеза. Даже забирали и тех, кто работал на строительстве дороги, чего раньше не делалось. Первые результаты такой постановки вопроса были для немцев неутешительные. Многие просто не являлись к указанному сроку, часто и сами старосты игнорировали такие постановления немцев. Очевидно сказывалось то, что военные ушли уже далеко, на местах появились комиссары и военная комендатура перестала отвечать за работу среди гражданского населения. У комиссара никаких сил не было, кроме местной полиции до сельских старост. А те не очень слушались, выставляя различные оправдания. Конец цитаты. То есть староста – это была такая позиция, что называется между молотом и наковальней. Кто-то все равно должен был быть старостой. Не тот, так другой. И с одной стороны на них давили односельчане, требуя к себе поблажек, а с другой немцы, которые требовали выполнения их приказов. И надо было как-то между этими двумя сторонами маневрировать. Ситуацию усугубляла то, что среди односельчан, как мы говорили, была еще та особая прослойка коммунисты, которые когда-то сдирали шкуру с этих самых старост и членов их семей, высылали их в Сибирь, рушили их жизни, а теперь при смене власти требовали от своих жертв защиты, чтобы те их спасали. Не просили, не умоляли, а с претензией.
Вот в чем дело. И им плевать было, что сейчас староста спасет коммуниста или там советского активиста, а завтра его за это расстреляют. И почему староста должен был выручать коммуниста? Нет у него такой моральной обязанности. Выпутывайся сам. Нормальный человек под расстрел коммуниста специально не подведет, грех на душу не возьмет, но и помогать не станет ценой своей жизни. И мы в видео полицейском Василии Коваленко описывали, как ярый коммунист Колесник вернулся на виду у всех из плена в село. Понятно, что его сразу арестовали, а потом расстреляли. А виноватым коммунисты назначили старосту и полицейских. Да, старост обязывали подавать списки коммунистов, и если они кого-то не включат, то его обязательно спросят, почему ты того-то пропустил. Машинистки, уборщицы, те еще были доносчицы. А сами коммунисты, они на что надеялись, оставаясь в немецкой оккупации? А я знаю на что, на то, что другие обязаны их прикрывать. Вот такая сложная ситуация образовалась на оккупированной немцами территории. А теперь посмотрим, чем же занималась районная управа. Староста получал директиву от районного гибицкомиссара. Гибицкомиссар – это должность именно в административной иерархии. Гибит – это область. И вот мы видим указание гибицкомиссара по Днепропетровску старости Соленова зарегистрировать Барышпол Андрея со своей семьей на работу в Днепрельстан. Староста Солонянского района передавал директивы секретарю, и тот рассылал их сельским старостам и контролировал их выполнение. Например, как-то об'явили об обміні банкнот. Совєтські рублі міняли на карбованці. Це детальна інструкція для сільського старости, як це робити. Староста пильнує, щоб плакати були розліплені та населення дізналося про виміну тощо. Вот 27 декабря 41-го комендант Соленого Бейзе и заведующий административным отделом Грузин посилають в районну управу приказ зобов'язати всіх громадян села Солоного зробити коло своїх дворів стежки з насипним камінням та цегли. Зобов'язати тих громадян, проти дворів яких є на вулиці калюжі, зробити рівчаки і спустити воду, а там, де є ями, насипати землі. Зобов'язати всіх сільських старостів прослідкувати за цілісністю ґрунтових доріг, шосейних, мостівних на їх території. А ось вже наказ Петра Буштрука всім старостам сільуправи. Доводилося йому розбирати і сімейні суперечки. Хролу Строменко видали корову, а той не давав невістці молока. Районна управа наказала, щоб Хрол Строменко віддавав щодня 2 літри молока невістці та її дитині, а інакше корову відберуть у громадське господарство на ферму. Далі, ідучи на нараду в суботу 1 травня 43-го, взяти з собою відомості про дитячі ясла та в якому господарстві ще не підготовлено до відкриття дитячих ясел. Далі. Про виливання ховрашків. За кожні 100 шкурок ховрашків давали кіло цукру. Марія Бабенко звернулася в управу зі скаргою, що їй нема чим виконувати яйцепоставку. И представляете, ее за это не расстреляли, не посадили в концлагерь, как это потом все представляла советская пропаганда. Голова Солонянского района Буштрук приказал проверить, если у Бабенко только 2 курицы, то штраф не накладывать, а выдать ей с инкубаторной станции 20 курчат. До всіх старост сільуправ та завідуючих школами. Згідно розпорядження Генерального комісара, перерва на пасхальні канікули з 12 по 27 квітня 43-го. І далі про нашестя гусені, що до цвітіння садів треба з цими шкідниками впоратись. Что до секретарей, то они становились ИО какого-то сельского старосты или старосты райуправы, когда тех вызывали в область или они куда-то отлучались. Секретарь вел статистический учет населения, скота, в его подчинении был ЗАГС. По субботам немцы проводили совещания со всеми старостами, а с марта 43-го только 2 раза в месяц. Что случилось в марте 43-го, мы рассказывали и в видео о Чукмареве, и о павлоградских событиях. Совещания проводили староста районной управы и немецкий комиссар. Секретарь регистрировал присутствующих и докладывал об этом районному старости. В управе решали вопросы посева, уборки урожая, поставки хлеба, скота. Немецкий комиссар иногда поднимал вопросы об отправке молодежи в Германию. У районной управы находилось 27 сельских управ в подчинении.
По указанию старосты секретарь направлял директивы сельским управам, например, на постройку дорог, напоминание, что строго запрещается помогать военнослужащим Красной Армии и так далее. Таким образом, голода при переходе власти не случилось. Район продолжал жить, функционировать. Это тот момент, что у советской власти как кость в горле стоял. Им были выгодны катаклизмы и всякие катастрофы. Им претило, что немцы наводили железной рукой свой немецкий порядок, и кому-то могло это даже понравиться. И все было бы более-менее, но население видело, как на расстрел водили не только коммунистов и советских активистов, но и людей еврейской и цыганской национальности. И это был тот момент, когда население стало понимать, что немцы не лучше коммунистов. Как старосты, так и сельские полицейские спасали немало людей, но когда их потом будет судить советская власть, то свидетелей их добрых дел не вызывали. Вспомним полицейского Остапченко, как он просил: пусть придут в суд то-то и подтвердят, что я их выручил. Судья не пошевелился, а советские адвокаты вели себя хуже прокуроров. Такие вот были в кавычках суды. А ведь все эти приговоры потом подтвердила в 90-х уже украинская власть. Вот в чем ужас. Так, механически. Хотя дела эти надо было или отменять, или пересматривать. Но кто же этим будет заниматься? И очень важно понимать, что даже если старосты составляли списки коммунистов, то это не значило их автоматическое уничтожение. Коммунистов ставили на учет, брали с них расписку, что они не будут вредить властям, а потом отпускали. Многие из них успешно пережили немецкую оккупацию и после возвращения советского режима энергично давали показания на тех же старост и тем самым загоняли их на каторжные работы, то есть теперь уже на верную смерть. Так подавали списки из Вовни на коммунистов Третьяка Ивана Назаровича, Доненко, Михайленко, Пындыча, из Соленого на коммунистов Любченко и Слесаренко Антона Петровича. Все эти люди умерли при советской власти своей смертью. Третьяк Иван Назарович в 1962, Доненко Федор Омелянович в 1995, Михайленко Алексей Петрович в 1947, Любченко Тимофея при немцах арестовали, но потом освободили по состоянию здоровья. Вы можете себе представить, чтобы НКВД кого-то освободило по состоянию здоровья? Далее такой момент, как возврат хат раскулаченным. Советский режим считал страшным преступлением, если кому-то на время немецкой оккупации удавалось вернуться в свою родную хату. И опять цитируем Николая Слесаренко. После того, как немцы захватили Днепропетровск, мама очень беспокоилась, что там остались бабушка Ивга и слепая тетя Таня. Как они там? Но где-то к середине ноября бабушка Ивга и тетя Таня каким-то образом добрались до Соленого. Некоторое время они живут у нас, а бабушка Ивга в это время делает ремонт в своей хате, из которой ее выгнали в коллективизацию. Она ходила к старости и к коменданту, и Бейзе без проволочек сказал, чтобы она занимала по праву ей принадлежащую хату и жила и работала, как все. Конец цитаты. Сам секретарь Недовиденко был раскулачен в 1932. В октябре 1941 он написал заявление о возврате отобранной у него при раскулачивании хаты. Но там уже размещалась пекарня, и он занял только комнату и кухню, остальное оставили пекарне. Свидетельница-соседка потом на допросе сказала: Недовиденко перебрался в свою кулацкую хату. С июля 43-го Недовиденко становится заведующим техническим отделом, секция управления Солонянской управы. Также он был председателем комитета самопомощи. Что такое комитет самопомощи? Об этом стоит поговорить подробнее. Дело в том, что Советский Союз не состоял членом Женевской конвенции об обращении с военнопленными. А конвенцию эту готовил Красный Крест, и поэтому Красный Крест на оккупированных немцами территориях не появлялся. И тогда, в 1941-1943 годах, Украинский Красный Крест, гражданские администрации создавали местные комитеты самопомощи. Есть такая статья из газеты оккупационного периода, я успела ее скопировать, сейчас за доступ к ней требуют заплатить. Так вот, там говориться: в ході розбудови господарського, культурного і соціального життя краю будуть засновані згідно розпорядженням райхміністра місцеві комітети самодопомоги МКС.
та поодиноких округах України. Головним завданням цих комітетів є допомога у оздоровленні та утриманні в здоровому стані творчої сили краю. Він переймає тим самим завдання охорони здоров'я колишнього товариства Червоного Хреста. Кожен МКС мусить сам роздобути потрібні грошові засоби для виконання своїх завдань. Райхскомісар України в поміщеному недавно інтерв'ю в пресі накреслив круг завдань МКС. Згідно з цим діляться МКС на дві групи. Перша група має зайнятися збіркою і забезпеченням населення грошовими засобами, одягом, взуттям, білизною, меблями, домашнім приладдям і харчовими продуктами. Вона має вишукати помешкання, в разі потреби видавати харчі з публічних кухонь і зайнятися приміщенням дітей, що залишилися без батьків. Вона має також опікуватись місцевими людьми, що працюють для німецьких інтересів. Друга група має переводити спеціальні завдання охорони здоров'я, тобто взяти в свої руки керування лікувальними закладами та станціями першої допомоги в нещасливих випадках. Далі має присвятитися вишколенням сестер-жалібниць та іншого персоналу для охорони здоров'я. Ця група буде також виконувати завдання Червоного Хреста. В общем, денег нет, но вы держитесь. Вот еще один интереснейший факт. В Солонянскую районную управу приезжал пару раз из Днепропетровска сам профессор Павло Антонович Козар и ночевал на квартире у Петра Буштрука. Козар в Солонянском районе человек не чужой, он родился в Широком. Это знаменитый историк, этнограф, археолог. Его трижды арестовала ГПУ за антисоветскую агитацию и связи с кулаками. Он был одним из немногих, кто не испугался прийти на похороны Яворницкого в 1940-м. Во время немецкой оккупации Козар возглавлял исторический музей и заведовал отделом народного образования областной управы. Он тоже являлся членом Национального комитета, заведующий отделом комитета самопомощи, что-то такое мы уже знаем. Летом 1942-го Козар организовывал археологические и геологические экспедиции на Запорожье. И вот Козар со старостой Солонянской управы Буштруком имел, как видим, вполне дружеские отношения. И осенью 43-го возвращается советская власть. Коммунисты подняли головы и начались в который раз страшные репрессии. Михаила Недовиденко арестовали 17 декабря 43-го. И в чем же его обвиняли? Недовиденко, являясь выходцем из кулацкой среды и имея злобу на советскую власть за применение к нему в 1932 году репрессий, 11 сентября 1942 написал контрреволюционное заявление на имя старосты Солонянской райуправы о возврате отобранной у него при раскулачивании хаты. Далее наложил штраф за уклонение от поездки в Германию. Всего лишь штраф, не расстрелял и даже не избил. И за все это 15 лет каторжных работ. Дальнейшая судьба Михаила Алексеевича неизвестна. Что до Петра Буштрука, то он ушел с немцами, и, видимо, семью забрать с собой у него не было возможности. И вот попалась мне книга воспоминаний одного жителя Башмачки, в которой он пишет: «Після війни слідчі органи тривалий час розшукували колишнього старосту району Петра Буштрука, але він уміло переховувався у Львові. Как-то Ганне сказали, что видели ее мужа в Канаде, но она не поверила. Ганна считала, что если бы он смог, то подал бы ей весточку. Кстати, многие ушли с немцами тогда. Мне рассказали, что и фельдшер Кирейко Василий Максимович из Соленого, он тоже ушел с немцами на Запад и потом уехал в Канаду. Может быть, они были вместе, кто знает. Осталась Ганна сама с детьми в Башмачке, и страшно представить, каково ей пришлось. Но она выживала тем, что продавала шелковицу, другие фрукты, овощи, и она хорошо шила, как мы помним. В 1962 Ганна умерла, и запомним ее вот такой. Сын ее, Юрий, в 51-56 годах трудился рабочим на строительстве Харьковского вокзала, Каховской ГЭС. Потом он уехал во Львов и там поступил во Львовский государственный институт прикладного и декоративного искусства на кафедру монументально-декоративной скульптуры. Вот фото его тех лет в вышиванке.
Его женой стала однокурсница Элеонора Яблонская. После распределения молодая семья уехала в Казахстан. Там тогда собиралась хорошая компания талантливых молодых скульпторов. Журналистка Свитич вспоминает, что культурная жизнь Целинограда била тогда ключом. Все, что было живого и молодого, творческого и работящего, собралось тогда по комсомольским путевкам на Целину. С Украины приехали художники Буштрук и Яблонская. Юрий работал в художественно-производственной мастерской Художественного фонда Казахской ССР в Акмолинской области. Самая его известная работа – памятник в Астане Сакену Сайфуллину в 1972 году. Сакен Сайфуллин – это казахский поэт, прозаик, драматург, общественный и государственный деятель. Он стал жертвой репрессий в 1937 году. Второй женой Юрия Буштрука стала татарская девушка Роза. Умер он в 2010 году в Астане. А вот его сестре Валентине досталось. Как-то в 1945-м Валя пришла в Башмачки в магазин купить учебники. А тут пришел односельчанин, местный коммунист, и сказал, чтобы ей тетрадки не продавали, потому что она дочь врага народа. Взял этот морозок Валин портфель и кинул в грязь. Девочка начала плакать, но тут какой-то военный случайно там проходил, он ее успокоил и купил ей учебник. Вот фото Валентины, видите, какое красивое платье ей мама пошила, по тогдашней моде, носочки под туфельки. А здесь она с братом Юрием. Когда Валентина поступила в институт в 1955-м, то ректор ее вызвал и показал письмо из Башмачки, в котором содержалось требование исключить Валентину из института, потому что она дочь врага народа. Но ректор, слава богу, письмо это порвал, и девушка продолжила обучение. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Несколько поколений советских людей представляли себе немецкую оккупацию по советским фильмам. Немцы въезжают в мирные города и села на машинах и мотоциклах, врываются в хаты с криком «Матка, млека и яйки», а им помогали в этом такие пособники фашистов, как старосты и полицаи. Такой штамп до сих пор сидит в головах постсоветского населения бывшего СССР, поэтому этот материал показать, что все происходило несколько иначе.